Всем привет! Сегодня преображаю руки моей подруги, которая никогда не делает покрытие, но любезно согласилась побыть моделью для моих съемок. Длину подруга всегда носит под 0, но я попросила ее не срезать ноготки до съемок, чтобы показать вам, как интересно они у нее отрастают. Свободный край стремится вниз уже в зоне окончания ногтевого ложа, так как сосуды, отвечающие за прирастание пластины к ложу, имеют очень сильное натяжение. Из-за этого даже на такой небольшой длине свободный край такой, каким мы его сейчас видим. На ее руках я собралась повторить дизайн Аврора, но в упрощенном варианте. Я не хотела, чтобы эти ноготки доставляли подруге дискомфорт, поэтому длину я буду укорачивать, чтобы с непривычки она ее не раздражала. А чтобы дизайн не дал отслоек на свободном крае и не начал цеплять, а на ее натуральных ногтях так бы и произошло, я решила сделать поднятие свободного края и заодно сделать его более жестким и устойчивым к механическим воздействиям, с которыми она регулярно сталкивается из-за образа жизни. Стороной пилки 240 грит поднимаю чешуйки ногтевой пластины для хорошей адгезии последующего покрытия. Обезжириваю и наношу пластичную базу под акригель на нижнюю часть ногтя, обязательно заходя выше точек вроста. Полимеризую. На менее клюющие ногти наношу гель высокой вязкости, а вот на среднем и указательном высоту создам акригелем. Полимеризую. Вот такой результат мы получили. Далее приступаю к черновому поверхностному и контурному опилу. Видео с подробными объяснениями процесса поднятия вниз растущих ногтей и этапов их опила есть у меня на канале. Ссылка на него в описании. Теперь перед чистовой доработкой формы сначала выпиливаю оставшийся снизу натуральный ноготь, он нам не нужен. Делаю это алмазной фрезой с синей насечкой, потому что на такой короткой длине ею удобнее совершить этот этап. После чистового опила приступаю к маникюру. Кожа на этих руках очень плотная и резиновая, тяжело поддается раскрытию. Поэтому я взяла алмазную фрезу пламя привычного 21 диаметра, но с синей насечкой. Так я справлюсь гораздо быстрее. Подробно о маникюре фрезой, срезе кусачками и шлифовке рассказываю в видео, ссылка на которое будет в описании. Ну что, переходим к покрытию. Обезжириваю ногтевую пластину. И наношу базу тонким слоем без выравнивания, потому что дизайн с битым стеклом требует максимально плоской поверхности, но насколько это возможно, чтобы все возможные неровности и колючести свести к минимуму. А уже после закрепления битое стекло перекрою базу с выравнивающим слоем, чтобы утопить все, что осталось торчать. Далее на просушенную базу наношу камуфлирующий оттенок в один слой, но не тонкий. Сначала тонко распределяю цвет по всей площади ногтя, заводя под кутикулу, а затем добавляю каплю и равномерно ее распределяю, тем самым добиваюсь более плотного покрытия за один слой. Кстати, все камуфлирующие гель-лаки наношу по такому принципу. Второй слой делаю крайне редко. Полимеризую цвет, снова покрываю тонко базой по одному ноготку и сразу же на мокрую базу выкладываю произвольно нарезанные кусочки битого стекла. Фиксирую в лампе результат и перехожу к следующему ногтю и так далее по очереди. Когда на всех пальчиках установлен дизайн и зафиксирован в лампе, перехожу к его закреплению базой с выравниванием. Кистью из флакона наношу базу, перекрывая весь дизайн и обязательно заходя за его границы. Поэтому рекомендую устанавливать битое стекло с небольшими отступами от проксимального валика, боковых пазух и свободного края. Дополнительно подгоняю базу тонкой кистью, чтобы заполнить все потенциально опасные места. Не сушу, добираю каплю базы и делаю выравнивание. Как делаю выравнивание я и каких ошибок стоит избегать в этом этапе, рассказываю в видео. Правильно, ссылка в описании.
Почти готово, осталось только перекрыть глянцевым топом, увлажнить кожу и перейти к самому сложному – запечатлеть всю эту красоту на фото и видео. Преображение завершено, такие милые они получились, а ленивая Аврора вышла очень красивой, ничем не уступающей своей предшественнице Сафтиркой. Переливается и искрится так, что слюнки текут. Делитесь в комментариях, как вам преображение, а у меня на этом все. Всем пока-пока!